Добрый день, дорогие подписчики, гости канала. Сегодня будем одевать нашего бобра. Вот в такой свитерок простой, на пуговке сзади. В принципе, эту кофточку можно одевать и наоборот. Тоже будет смотреться интересно. Если вам понравилась его одежка, присоединяйтесь к нам. Сегодня я вам предлагаю связать гардероб нашему малышу-крепышу, который будет состоять из легкого джемпера. Что нам для него понадобится? Это, конечно же, спицы и пряжа. У меня это акрил контрастного цвета. С помощью сантиметровой ленты измерьте окружность шеи игрушки. У меня она получилась 18 сантиметров. Вязать мы кофточку будем лицевой гладью, поэтому, чтобы не промахнуться, как говорится, свяжите образец лицевой гладью, замерьте вашу плотность. У меня она составляет 2 петли в 1 сантиметре, поэтому я набираю обычным способом 36 петель. Набрала я 36 петель. Так, теперь свяжем 2 ряда платочной вязки. То есть первый ряд выполним лицевыми петлями и развернем вязание и назад пойдем лицевыми петлями. Вяжем самостоятельно. Я думаю, платочную вязку вы уже знаете, как вязать. В этом нет ничего сложного. Выполняем самостоятельно. Провязали 2 ряда платочной вязки. Теперь будем размечать линии реглана. На спинку я оставила 3 петли на планку, 4 на саму спинку. Дальше идет петля реглана, потом 4 петли на рукав, снова идет петля реглана. 10 петель это у нас перед, петля реглана, рукав, снова спинка и планка. Развешиваем маркеры в соответствии с этой схемой. Я развесила наши маркера. Теперь объясняю. 3 петли планки вы будете провязывать платочной вязкой, то есть независимо от того, лицевая это сторона или изнаночная, вяжете лицевыми петлями. Дальше все остальное выполняете лицевыми петлями по изнаночной стороне изнаночными. Так, давайте начнем с вами провязывать. Вяжем 3 петли планки, кромочную снимаем, затем провязываем 2 петли лицевой. Дальше у нас идут петли спинки, 4 петли провязываем лицевыми, делаем накид, перебрасываем маркер, петля реглана провязывается лицевой, перебрасываем маркер, снова делаем накид, вяжем 4 петли рукава, делаем накид, перебрасываем маркер, петля реглана, снова перебрасываем маркер, накид, 10 петель переда, провязываем лицевой, делаем накид, перебрасываем маркер, петля реглана, перебрасываем маркер, накид, 4 петли рукава, накид, так, перебрасываем маркер, петля реглана, снова маркер перебрасываем, дальше накид у нас идет, и в конце 7 лицевых, включая нашу планку. Так, даже не 7 я ошиблась, простите. 7 петлю кромочную будем провязывать изнаночной. Разворачиваем вязание.
Так, кромочную снимаем. Вяжем 2 лицевые. Это петли планки. Еще раз напоминаю. Затем у нас идут изнаночные петли. Провязываем накид изнаночной петлей за заднюю стенку. Это если вы не хотите, чтобы были дырочки, где петли реглана. Если хотите, то можете за переднюю стенку. Дальше вяжем также изнаночными петлями до нашей планки. Выполняем самостоятельно. Довязали до планки. Вот осталось у нас 3 петли. 2 из них провязываем лицевыми. И последнюю кромочную провязываем изнаночной. Разворачиваем вязание. Так, сейчас мы с вами сделаем отверстие для пуговки. Кромочную снимаем. Затем провязываем 2 петли вместе. Делаем накид. Дальше также вяжем лицевыми, где петли реглана, делаем прибавку. Вяжем самостоятельно до конца ряда. В этом ничего нет сложного. Перед регланными петлями делаем накиды и после тоже делаем накид. Вяжем самостоятельно. Довязали ряд до конца. Разворачиваем вязание и вяжем петли планки лицевыми. Кромочную снимаем, 2 лицевые. Дальше вяжем изнаночными, где мы сделали накид для пуговки. Провязываем таким образом, чтобы была дырочка. Вяжем самостоятельно. Продолжаем вязание. В принципе, я думаю, всем понятен. Вяжем до тех пор, пока в длину линия реглана не будет составлять 4 сантиметра. Выполняем самостоятельно. Я провязала верхнюю часть кофточки. У меня линия реглана уже составляет 4 сантиметра. Берем дополнительную спицу. Будем соединять наше вязание в круг. 3 последние петли планки снимаем на спицу. Так, затем берем вторую спицу. Вот эта часть будет у нас поверх вот этой, потому что здесь мы вывязывали с вами отверстие для дырочки. Так, теперь провязываем по 2 петли вместе. Берем петлю с первой спицы, затем подхватываем петлю со второй спицы и провязываем все вместе лицевой. Так, первая петля провязана. То же самое проделаем со вторыми петлями планки. Провязываем их лицевыми. Нам осталось провязать третью петлю. Подхватываем первую, затем вторую и провязываем лицевой. Так мы присоединили нашу планку. Вот, видите. Дальше вяжем
по кругу до реглана. Потом петли рукава переснимем на дополнительную нить. Все по-взрослому у нас будет. Дошли до регланной линии. Убираем маркер. Затем провязываем петельку в регланной линии. Снимаем маркер. Остальные петли до начала регланной линии переносим на вспомогательную нить. Выполняем самостоятельно. Пересняла я петли на дополнительную нить. Убираем маркер. Затем набираем для подреза 3 петли. Одна, 2, 3. Дальше провязываем одну петлю реглана. Сбрасываем маркер, он нам тоже не нужен. Дальше вяжем петли переда лицевыми до регланной линии. Петлю реглана тоже провязываем лицевой и принимаем ее за перед. Я довязала до петель рукава, также их переснимаем на дополнительную нить и дальше провязываем лицевыми петлями. Пересняла я петли рукава на дополнительную нить. Так, теперь делаем 3 петли, набираем для подреза. 1, 2, 3. Ставим маркер, это будет начало ряда кофточки. Дальше провязываем лицевыми. Вяжем так по кругу лицевыми петлями на необходимую длину. Так, я думаю, рядов 12 нам хватит. И в конце также провяжу 2 ряда платочной вязки. Вяжем самостоятельно. В этом ничего нет сложного. По кругу. В конце делаем 2 ряда платочной вязки и закрываем петли. Как закрыть петли платочной вязки, вы найдете на нашем канале. Я связала тело кофточки. Вот у меня 2 ряда платочной вязки, закрыла петли. Уже связала даже один рукавчик. Как его связать? Берем для этого чулочные спицы, потому что вязать на простых спицах, даже с леской длиной 40 сантиметров, будет неудобно. Переснимаем петли на спицы чулочные. Вот, убираем эту нитку, выполняем самостоятельно. Я подняла петли на спицу. Теперь закрепляем нить с изнаночной стороны и берем крючок. Я присоединила нить с изнаночной стороны, завязала ее на узелок. Потом, когда все закончим, мы ее спрячем. У нас мы набирали здесь 3 петли подреза. Вот они. Теперь с каждой стороны от подрезов поднимаем по одной петле. Легче это сделать всего с помощью крючка. Вот одна петля. Дальше идет у нас петля подреза. Ее поднимаем. Одна, вторая и третья. И между подрезами и рукавами поднимаем еще одну петлю. Вот эти вот 5 петель переносим на третью спицу. Вот мы перенесли на третью спицу и начинаем вязать лицевыми по кругу. Вот петли на третьей спице после последней петли будет считаться начало ряда. Вяжем 5 рядов самостоятельно. Провязала я 5 рядов. Теперь нам нужно закрыть петли, и наш рукав готов. Все ниточки прячем, пришиваем пуговку и меряем на нашу игрушку. Выполняем самостоятельно.
Вот что у меня получилось. Все ниточки спрятаны. Пуговку я пришила. Теперь давайте одевать на нашу игрушку. Так, я уместила игрушку в свитерок. Вот так кофточка смотрится спереди и сзади. Ручки двигаются. Все замечательно. Надеюсь, у вас такой же результат. Если у вас будут вопросы, пишите в комментариях, постараюсь всем ответить.